Очень многие думают еще в прошлом, где они помнят именно низкую ставку, где они получали кредит там под 1%, под 1,5%. То есть первый плюс больших процентных ставок, что вы можете дешевле купить этот объект. И когда вы выставляете на рынок, у вас проходит месяц, второй месяц, третий месяц, вы видите, продажи не происходит, и тем самым вы начинаете потихонечку снижать вашу ставку или же вашу цену продажи. Решает не прогноз, а сценарий расчета. Я как специалист могу сказать то, что ни у кого нет вот этого стеклянного шара, где ты можешь конкретно сказать то, что через год ставки упадут, ждите год. Прогнозы это не равно гарантии. И снова здравствуйте. Сегодня у нас будет очень интересный выпуск, так как мы продолжим свою дискуссию с прошлой записи, и что нас очень сильно порадовало, что мы получили очень много классных запросов, очень много комментариев и очень много вопросов. Мы всегда рады ответить очень детально на все ваши конкретные вопросы. Начнем. Привет! Супер, что ты согласился, нашел время сегодня, и что у нас есть возможность ответить не спеша на все поставленные вопросы. Поехали. Первый вопрос. Перед поиском недвижимости стоит ли проверить свою финансовую возможность? На что сегодня обратить внимание при планировании финансирования? На самые дешевые процентные ставки, на общую конфигурацию? Что ты посоветуешь? На самом деле сейчас нужно учитывать то, что рынок очень сильно поменялся, потому что очень многие сравнивают тот же самый Европейский банк с его лайцензом и предполагают, что это то же самое, что и Бауценз. Но, к сожалению, это не так, потому что это абсолютно разные вещи. Конечно же, они влияют в соответствии друг с другом какую-то роль, но здесь нужно учитывать то, что если мы говорим про ипотечную, именно про ипотечную фиксацию процента, то здесь играют и другие вещи большую роль, да, то есть это в первую очередь инфляция, это также зависимости состояния от объекта, само состояние клиента, да, насколько он платежеспособный и так далее. То есть здесь куча факторов, которые нужно учитывать. И, к сожалению, я замечаю, что очень многие еще не согласились с этим новшеством, скажем так, да, потому что очень многие думают еще в прошлом, да, где они помнят именно низкую ставку, где они получали кредит там под 1%, под 1,5%, но, к сожалению, это рынок сейчас на данный момент не дает, и поэтому очень важно уже сейчас посмотреть, что будет дальше, если у кого-то финансирование заканчивается, или же если кто-то планирует в дальнейшем что-то покупать, что он может сделать, ну и так далее, да, то есть это мы можем разобрать. Супер. В сегодняшней передаче мы разберем два примера. Первый пример, и выведем, да, просчет этого примера нашего клиента, который купил под Гамбургом просто небольшой отдельно стоящий дом, и даже сравним, да, как бы это выглядело, если бы клиент покупал 3-4 года назад, когда проценты был 1 или до 2%, да, годовых, и сейчас, скажем так, среднестатистически возьмем даже 4% годовых, это то, что реально при правильном планировании, при правильной комбинации подобрать. И второй пример – это где клиент покупает как вид инвестиции для того, чтобы оптимизировать свою налоговую базу, и что позволяет ему в такой же сумме купить только новую двухкомнатную квартиру, которая построена по супер последним экономичным стандартам. И с каждым нашим вопросом мы будем потихонечку продвигаться, да, и сравнивать. Первый такой классный вопрос. Так все-таки Leitzins равно Bautzins, потому что многие люди в медиа услышали, ребята, цинзы супер подорожали, опять на 0,25, это значит, сейчас кредитные процентные ставки автоматически поднялись. Миф это или реальность, да, и на что обратить внимание, и как можно оптимировать, да, с помощью других программ эту процентную ставку? То есть, если мы говорим про Leitzins, то на данный момент, да, это на самом деле так, то есть он поднялся на 0,25, сейчас у него 2%, то есть 2,40%. Все, что касается финансирования, то очень многие говорят, что оно подорожало, но на самом деле оно так и есть, да, потому что как я уже озвучил, то есть здесь играют дополнительные факторы, то есть вот эти вот 2,40, это не обозначает, что я по 2,40 получу свое финансирование, да, потому что здесь играет много факторов, то есть это, как я уже озвучил, это в первую очередь политика самого банка, да, потому что она у банков очень сильно отличается. Также сама история клиента, да, то есть его платежеспособность, ну и, конечно же, дополнительные вещи, как Beleihungsauslauf или же
в каком состоянии недвижимость и так далее, да, то есть на самом деле ставки растут, и поэтому именно сейчас стоит уже задуматься за свое будущее, то есть что я буду делать, да, то есть если я планирую, как я могу это правильно распланировать, с какими, так скажем, возможностями, да, то есть сделать сейчас уже какой-то запрос, чтобы посмотреть, что я могу себе позволить, или же если у меня есть какой-то определенный план, когда я хочу стартануть с покупкой недвижимости, то есть уже сделать для себя сейчас стратегию, да, то есть сделать несколько расчетов и посмотреть, что же мне больше подходит в моей ситуации. Ну и, конечно же, для тех людей, у которых уже есть финансирование, да, то есть там, допустим, заканчивается через 3-4 года, какие есть возможности, и опять же, если мы говорим про те процентные ставки, которые были раньше, там, допустим, возьмем 2020-2021 год, да, где можно было сделать финансирование под 1,89, то есть это были реальные цифры. Но очень многие люди, которые тогда себе не забронировали вот эту вот ставку на 20 лет, а только на 10, да, то есть как бы у них сейчас, скажем так, могут возникнуть очень большие проблемы, да, потому что им осталось до окончания срока там 3-4 года или 5 лет, и тем самым им нужно уже сейчас думать, что им правильно сделать для того, чтобы потом не было чревато. Мы к этому вопросу подойдем по порядку. Давай начнем сначала. То есть вне зависимости от того, что процентные ставки действительно подросли, Лейтцинс действительно подрос, сейчас финансирование стало невозможным, оно стало, ну, как мы скажем, Оно другим стало. оно стало Да. другим, стало более, концепция должна быть более грамотная. Да? Если мы будем прослеживать линию, которую мы заложили, то есть старый объект, какие плюсы и минусы, если ставки подросли, новый объект, какие плюсы и минусы, если ставки подросли, но это новый объект, который попадает под различные программы, да? Допустим, КФЕ, где независимо от того, что ставки подросли, КФЕ даже немножко сейчас упал, да? То есть за 2,5 можно 150 тысяч из суммы взять. Так к этому подойдем. Давай начнем со старого жилья. Очень классный пример мы привели, да, что если раньше бы мы купили за 300 тысяч, когда ставки были супер-супер маленькие, за 300 тысяч ты уже не мог найти даже под Гамбургом какой-нибудь старенький Райнхаус. Это было практически невозможно. Первый плюс, который мы прослеживаем сегодня в бэушной недвижимости, это тот, что когда процентные ставки подросли, если мы возьмем за пример 300 тысяч, где раньше мы заплатили бы 2% цинзен, 2% тильгон, это месячный платеж составлял где-то 1000 евро. Сегодня за такие же 300 тысяч, из-за того, что, скажем, мы согласились друг с другом, что за 4% в совокупности разных программ, да, мы получим процентную ставку, либо с оптимизацией собственного капитала, это реально получить еще процентную ставку, если правильно подать, при правильной аргументации, правильной программы и так далее, да, то это уже 1500, да, которые нам стоит это же самое финансирование. Но раньше за 300 тысяч мы не могли даже найти уже 2,5 комнаты, старый жилой фонд квартиры. Сейчас за 300 тысяч можно найти достаточно достойные объекты. То есть первый плюс, как только процентная ставка идет вверх, инфляция идет вверх, да, процентные ставки идут вверх, возможность многих людей инвестировать в большие объекты падает, и таким образом клиенты, которые продают свои объекты, допустим, свой старый жилищный фонд, и у многих они унаследованы, у многих они уже выплачены. Если сказать коротко, падает нахфрага, то есть возможность людей, и таким образом падает и цена на старый жилищный фонд. То есть первый плюс больших процентных ставок, что вы можете дешевле купить этот объект. Ты со мной согласен? Да, абсолютно согласен, потому что я приводил уже год назад такой пример, когда вот как раз пошло вот это поднятие банковского процента, потому что, предположим, вы живете где-то на окраине Гамбурга, на одной улице, ваш сосед продает свою недвижимость, да, то есть дом такого же возраста, как и ваш. Единственная разница в том, что этот человек делал постоянно какую-то модернизацию, как-то там окна менял, может, утеплял и так далее, и выставил этот дом, скажем так, за 500 тысяч евро. Да? То есть реальная цена, которая
можно было найти везде как бы на свободном рынке. Вы как сосед увидели то, что этот дом ушел, грубо говоря, очень быстро, и планируете тоже продать свой дом. То есть вы посмотрели, он продал за 500, почему бы и мне не продать за 500, потому что он такого же года. Единственное, что в этом случае продавцы не учитывают, то что за счет того, что там происходили модернизации, его объект намного лучше стоял по Беляюнгс-Ауслауфу, то есть у него было больше стоимости самого объекта по сравнению с вашим. И когда вы выставляете на рынок, у вас проходит месяц, второй месяц, третий месяц, вы видите то, что покупка, вернее продажа не происходит, и тем самым вы начинаете потихонечку снижать вашу ставку или же вашу цену продажи. И это как раз сейчас очень сильно заметно, то есть те объекты, которые, допустим, не в самом лучшем состоянии, то что они падают очень сильно в цене, и как раз сейчас можно купить такие объекты, которые стоили там по 500, по 400, можно купить дешевле, потому что банковский процент за счет того, что он вырос, уже не каждый себе может позволить этого, это первый фактор, и второе, то, что банки начинают уже смотреть досконально, да, то есть не только самого человека, его бонитет, но и сами объекты, то есть намного строже все стало за счет вот этой вот ценовой политики. Давай немножко разложим, опять же, плюсы и минусы. То есть какой плюс? Человек, который раньше не мог себе позволить купить дом, потому что он был слишком дорог, да? То есть слишком дорогой. Когда Цинцин были маленькие, мы видели, что даже в пригороде Гамбурга уже дома были 500, 600, 700 тысяч, даже старенькие. Да? То есть сейчас при покупке объекта, первое, что мы можем купить дешевле. Второе, что если мы продаем объект, ну или покупаем, да, вот слово, которое ты классно использовал, Беляюнгс-Ауслауф, хотел правильно сказать. Да, Беляюнгс-Ауслауф, многие даже не знают, что это такое. Это означает, что банк оценивает этот объект не только по тем критериям, когда он был построен, да, и насколько он большой, да, ты привел очень классный пример, двое соседей, один все время модернизировал, что-то улучшал, что-то делал, и благодаря этому объект рос в цене. Либо мы очень часто приводим пример, где клиент может купить старый объект очень дешево, взять очень дешевый кредит на его реновацию, на его улучшение, и даже в некоторых случаях до 70%, в некоторых случаях до 70% за эти улучшения этого объекта получить из своего капитала назад именно, ну, как в денежной массе. Это возможно, да, поэтому еще раз возвращаемся. Первый плюс — это то, что при покупке сегодня старых объектов можем купить их дешевле, потому что нафрага меньше стала. И второй плюс, что мы можем потом скомбинировать с различными программами по реновации, ремонту, либо улучшению энергостандарта, да, с помощью Solaranlage или Wärmelüftpumpe или PV-Anlage. Да. В прошлой передаче мы даже выучили разницу, да, в чем разница Solaranlage, PV-Anlage и, ну, что можно получить от государства при ремонте. То есть, несмотря на то, что процентные ставки выросли, мы можем подобрать для нас хороший объект для своего жилья, либо для сдачи в аренду, где месячный платеж все равно останется более комфортным для нас или достаточно комфортным для нас по сравнению, если мы этот объект дальше будем снимать, да, к примеру, да, потому что аренды очень-очень сильно подросли. Следующий вопрос. Никто не знает будущую ставку точно. Решает не прогноз, а сценарий расчета. На самом деле, скажем так, я как специалист могу сказать то, что ни у кого нету вот этого стеклянного шара, где ты можешь конкретно сказать то, что там через год ставки упадут, ждите год, да, то есть прогнозы это не равно гарантии, поэтому в этом случае всегда я считаю, что правильно подходить именно со стратегией, да, то есть сейчас на самом деле не столько играет сама банковская ставка, сколько сама стратегия. И если эту стратегию правильно преподнести, то есть разработать конкретно стратегический план, как вы себе это представляете, то есть как вы будете оплачивать, как у вас будет выглядеть потом с Anschlussfinanzierung, то есть при фазе перефинансирования, то тогда с банками намного легче и приятнее разговаривать, чем если мы смотрим на самом деле ставку и сколько я плачу в месяц. Да? Поэтому такой вот правильный анализ я рекомендую каждому на самом деле сделать и подойти здесь именно со стороны стратегии. В дальнейших вопросах мы разберем более тщательно
правильно, да, какие инструменты помогают нам перестраховаться в будущем, да, то есть зафиксировать свою процентную ставку. На сегодняшний момент от 0,95 до 2,45 можно с первого дня зафиксировать, да, и мы разберем несколько примеров, где, допустим, у клиента есть время. Что значит есть время? Это означает, у него перефинансирование или запланированная покупка стоит хотя бы через год и 2 месяца, то есть год и 2 месяца, или, скажем, там, год и 3 месяца нам достаточно, чтобы подготовиться и определенную сумму взять супер дешево, да, супер дешевых денег. Либо мы даже разберем пример, где у клиента совсем нет времени, ему надо уже сегодня брать, но для него очень важно вот эта гарантированная стратегия, где также те же самые Бауш-Паркассен дают нам возможность профинансироваться на 20-25 лет, где клиент видит первая фаза, ну, из-за того, что он берет большую часть от суммы, допустим, 90%, что у него первая фаза все равно где-то по 3,75, но банк говорит, почему не 4, не 4,5, да? Потому что банк уже гарантировано, что у тебя подписана вторая фаза, то есть у тебя кредит на 20 или 25 лет, где уже банк видит, что вторая фаза сделана под 1,75, то есть у банка нет риска, а что же будет у тебя через 10 лет, да? То есть как ты будешь через 10 лет перефинансировать свой кредит. И многие не знают, что бывают такие констелляции, да, где можно с сегодняшнего дня на весь свой Laufzeit сделать в одном договоре, прям с одной и той же месячным платежом, но с разными ставками. Да? Многие думают, что есть только один вариант. Зафиксировал процентную ставку, допустим, 3,75 на 20 лет, не всегда целесообразно, вдруг будет меньше. Да, можно, конечно, любой кредит мы выучили перефинансировать через 10 лет, но тем не менее следующие 10 лет под 1,75 как-то уже интереснее, как гарантированная процентная ставка в этом договоре. Мы это сегодня очень подробно разберем. Да? Ты затронула на самом деле очень хорошую тему, потому что если мы говорим про финансирование или же аншлюсфинансирование, то есть перефинансирование своего кредита, то здесь нужно учитывать, что, опять же, есть критические моменты, допустим, вот как у моего клиента недавно, ему 60 лет, да, то есть до пенсии осталось 7 лет, и задолженность еще 200 тысяч в собственном доме. И если прийти к нормальному банку, то банк будет тебе задирать именно погашение тела кредита настолько, что как бы здесь сама месячная ставка может быть очень большая. И в этом случае вот все, что касается, допустим, возраста уже после 55 лет, таких людей очень сложно перефинансировать, или же банки задирают очень большую ставку по погашению тела кредита, и финансирование становится практически невозможным. И здесь вот как раз очень большую роль играет Бауш-Паркасса, да, потому что здесь есть возможности до 85 лет все равно получить финансирование. И опять же, с гарантированной ставкой, как ты уже сказала. И у моего клиента, допустим, мы сейчас делаем перефинансирование, он платит первые 10 лет 3,75, но через 10 лет он уже будет получать эти деньги под 0,95. И что очень важно, что за весь вот этот период времени, без разницы, первые 10 лет или же вот полностью все 20 лет, у него ставка одинаковая, то есть он будет платить 1200 евро. Не ставка, а месячный платеж. Да, месячный то есть, платеж. грубо говоря, у тебя сейчас был последний пример, где даже не 1,75, а у клиента при умфинансировании, допустим, 55 лет, ему дали умфинансирование на 20 лет. 60 лет, да, ему дали умфинансирование на 20 лет, но он знает, окей, я буду 1200 платить дальше, да, потому что если бы ему надо было бы намного быстрее выплачивать, допустим, за 10 лет, то ему надо было бы платить 2400, и это уже не совсем комфортная сумма для этого человека, а 1200 за свой дом – это комфортная сумма для этой семьи в 60 лет. Но банк уже сейчас говорит, с 60 до 70 лет ты будешь платить 1200, у тебя цинзы внутри 3,7, остальное – это тело кредита, но от сегодняшнего момента, от 70 лет, следующая фаза у тебя все же под 0,95, да, что очень комфортно. Это вообще очень интересно, и многие не знают, что такая комбинация возможна, да, потому что многие люди путают эти продукты как вид накопления, а здесь этот продукт идет не как вид накопления, а как констелляция, да, потому что часть из сегодняшнего платежа у него уходит внутри в Bausparvertrag, это уже в самом кредите.
В чем еще на самом деле изюминка, допустим, у того же самого Bausparvertrag, что после того, как у нас идет уже не аншпарфаза, а когда мы получаем полностью всю сумму и возвращаем ее обратно, что у нас нету так называемого Vorfälligkeitsentschädigung, да, то есть это очень важный фактор, потому что если человек раньше времени хочет погасить свой кредит, то очень часто, если это происходит до срока там 10 лет, то есть еще не закончилось, и он хочет его погасить, то ему придется платить Vorfälligkeitsentschädigung. В этом случае, если у него Bausparvertrag и у него уже аншпарфаза произошла, то есть он может ее делать или же через Sondertilgung, или гасить полностью, да, то есть здесь у него в этом очень большое преимущество. Следующий вопрос. Банк смотрит не только на доход клиента. Иногда клиенты зарабатывают очень хорошо. Да, допустим, у меня сейчас пришел пример. Клиентка зарабатывает около 9 нетто. Я думаю, никто не будет со мной спорить, что 9 нетто – это очень хорошая зарплата в очень надежной компании, большой концерн, очень стабильная компания, связана с фармацевтикой, то есть как вот Bonität, супер-супер крутой клиент. Но они хотят инвестировать, и у них очень большая аренда за свою квартиру, брутто где-то около 3000. Да? И в этом случае банк начинает считать, окей, работает только, допустим, супруг, зарабатывает так много, супруга не работает, 2 деток, 2 машины и такая высокая аренда. То есть сразу же банк отнял 3000 с его 9 уже как расходы. Банк отнял 500 евро за 2 машины, хотя они без кредитов как расходы. И у клиентов при такой большой зарплате было не так много, собственно, капитала. Да? И здесь вроде бы огромная зарплата, но много факторов, которые играют роль для просчета финансирования. И другой пример. Пришел клиент, у него было всего лишь на данный момент 2600 нетто, но живет в родительской квартире вообще без кредита. Да, банк все равно учитывает маленькие, около 300 евро. 600. Да. 600 они считают на тот случай, если ты вдруг переедешь. Многие согласны с 300, если это родительские. Если это, допустим, парня, и люди не расписаны, тогда они считают где-то до 600, потому что они считают меньше шансов, что родители тебя выгонят, чем то, что тебя может парень выгнать. Но это тонкости. Вот. И к чему я хочу подвести и спросить твой совет. На что обращать внимание, если, допустим, клиент, такой Розант пример, да, 2600 и 9, да, зарплата, но у клиента, который 2600, молодой, нет растрат ни машины, ни кредитов, ничего, и на конто у него собралось 90 тысяч, потому что он никуда свои деньги не тратит. Да, он работа-дом, дом-работа, работа-дом. И, казалось бы, у клиентов, у которых 9 тысяч зарплата, так много растрат, да, я говорю, куда вы тратите деньги? Там кружки, и всякое такое, дети, машины, и у клиента, у которого побольше собственного капитала, он даже получил лучший ангибот, чем в этой ситуации. И прежде чем мы финансировали собственное пользование, выбирали концепцию, что сначала капитальная налога или собственное пользование, пришли к концепции, что у этих клиентов, допустим, собственное пользование было логичнее купить, потому что банк их видел намного лучше, потому что поменяв тот объект, который они дорого снимают под Гамбургом, на свой, у них ситуация выглядела намного лучше, да, и это была все равно их цель – купить свое жилье и купить инвестиционное жилье, да, и при концепции оптимизировался также кранкенкасса, да, то есть что ты посоветуешь в этом направлении? Ты затронула тоже очень хорошую тему, да, потому что если мы говорим про разные бонитеты, да, то здесь, конечно же, на самом деле лучше сравнивать, когда они одинаковые, да, потому что возьмем тот же самый пример с соседями, допустим, оба хорошо зарабатывают, оба по 9 тысяч, то в этом случае один может получить одну ставку, другой может получить другую ставку, да, потому что здесь мы должны понимать, что у каждого есть своя жизненная ситуация, свои собственные расходы. И это как раз то, на что банки смотрят, да, то есть у одного, как ты говоришь, там могут быть кружки и еще что-то, а у другого намного меньше обязательств, да, тем самым он для банка выглядит выгоднее, да, и тем самым получает уже абсолютно другую ставку, хотя заработок одинаковый. Ну и плюс кем кто работает, предприниматели, да. Многие банки предприниматели, которые даже зарабатывают намного больше, хуже оценивают, и очень большую роль играет для предпринимателей также их кранкенкасса, да, потому что они freiwillig versichert, и сейчас многие предприниматели, которые
раньше пытались все уйти в Gesetzliche Krankenkasse, потому что почему-то считали, что на пенсии они будут намного дешевле платить, но сейчас эти предприниматели платят почти, со следующего года будет уже 1400, сейчас почти 1300 в месяц, и даже при оптимизации этого маленького пункта можно в 2 раза уменьшить эту нагрузку и получать намного больше, да, то есть экономится еще на различных обследованиях, на зубных затратах, да, потому что через приватную страховку медицинскую человек покрывает и убирает со своего бюджета очень много лишних затрат, да, и плюс пенсионные. Да, то есть, ну, это, опять же, если мы говорим про вот эти вот дополнительные расходы, то здесь вот если затронуть, опять же, стратегию, да, то есть человеку не сразу смотреть финансирование, а сделать полностью финансовые анализы, да, то есть полностью проанализировать его доходы, расходы, планы и так далее, и вот подойти уже с точки зрения стратегии, то есть сначала оптимизировать все вот эти вот расходы, да, то есть чтобы у нас появились дополнительные деньги. Это вот можно сделать же, опять же, с помощью проверки страховых полисов, да, или же там поменять ту же самую страховку именно врачебную и посмотреть, сколько мы оттуда можем освободить, да, потому что там на самом деле немаленькие суммы, которые освобождаются, и тем самым ты улучшаешь для клиента его бонитет лучше, и здесь можно опять же получить лучшие условия. Что ты имеешь в виду, допустим, предприниматель, который поменял с Gesetzliche на приватную, на чем он может сэкономить? Кроме того, что он будет за приватную платить на сегодняшний момент меньше, иногда даже в 2 раза. Да, то есть если мы поменяем, опять же, страховку с Freiwillige, то есть если он предприниматель, то он будет Freiwillig gesetzlich versichert, да, то если взять это во внимание, то многие, может быть, еще это не застали, но с начала этого года наше государство решило так, что очень многие вещи урезаются, да, то есть не все кранкенкассы перенимают какие-то определенные вещи, которые раньше они перенимали. И тем самым как бы для клиента намного выгоднее перейти именно в приватную страховку, потому что они перенимают все, и плюс он еще экономит в денежном эквиваленте. Да? То есть если он идет к зубному, ему 100% или там 90% за даже имплантанты, за нормальную пломбу перенимается. Плюс если он идет к врачу и делает абсолютно нормальное обследование, да, Vorsorge, то, естественно, мы все сейчас это платим сами, и с апреля этого месяца, ты прав, стало намного хуже. Минимально от 11 до 40% задним числом урезали выплаты врачам. Да? И сейчас врачи, сейчас очень много будет конференций происходить в этом направлении, очень много, была самая большая забастовка врачей за последние вообще десятилетия, по крайней мере в Гамбурге, что даже был один день, где 2 часа не работал ни один праксис, и таких больших движений в этом направлении тоже у многих не было. Ну и плюс тот же предприниматель может быть спокоен, что если, не дай бог, что-то случилось, не только он сэкономил, а еще и он быстро получил обследование, да? Ну и опять же, это касается не только предпринимателей, да, то есть это касается и простых людей, которые просто работают как Angestellte, да, то есть здесь есть возможность тоже с помощью Krankenzusatzversicherung себе заключить, где опять же, если у вас есть амбуланты Baustein, да, то перенимаются тоже очень многие вещи, то есть одно обследование стоит очень часто там в районе 400-600 евро, да, то есть одно, если вам нужно сделать несколько анализов, то это как бы уже около 1000-1200, да, а за такую Zusatzversicherung вы будете платить там 20-30 евро, может быть, в месяц, да, в зависимости от вашего возраста. Поэтому здесь нужно как бы для себя тоже принять немножко решение, насколько вы готовы как бы пользоваться тем, то, что у вас есть, или же все-таки получить лучшие условия. Супер, спасибо. Мы немножко отвлеклись, но я считаю, это очень важная тема. Это зависит от нашей стратегии. Почему я взяла 2 разных примера? Потому что это очень такие интересные примеры, где пришел клиент, который действительно 2600 зарабатывает, и он говорит, в банке с меня посмеялись, когда я сказал, что я хочу 2 квартиры купить, потому что они не разобрались, да, что у него нет вот этих доходов, и как ты сказал, что банки все равно учитывают, там, допустим, некоторые 600, некоторые 700. А мы нашли банк, который говорит, родители, прекрасно, 300 евро Zuschlag, что как будто он платит варом за свою квартиру, то есть у него остается 2300 абсолютно свободного капитала, который может поработать. Плюс он принес
Собственный капитал — это наш следующий вопрос, насколько собственный капитал в концепции играет роль. Если он профинансировал не на 100%, а на 80%, то, естественно, он для банка уже супернадежный, и банк даже с такой небольшой зарплатой, мы сейчас вот в подписании второй уже квартиры, первую подписали, с такой небольшой зарплатой банк ему даже одну за одной профинансировал 2 квартиры. И если бы кто-то услышал, сказал, нет, это не может быть правдой, да, 2 новостроенные квартиры, это небольшие однокомнатные квартиры, но тем не менее 2 новостроенные квартиры клиент с такой небольшой зарплатой может купить. Но почему это возможно? Только из-за правильной констелляции и правильной подборкой банка, который видит позитивно, что он живет бесплатно в родительской квартире, и который видит позитивно то, что он принес столько много капитала, и для именно этого банка это очень большой плюс критерий, который говорит, слушайте, на самом деле мы уже получили 20% от стоимости квартиры, и теоретически, если бы он даже не платил, что практически исключено, да, потому что он берет эту квартиру по беззаботному концепту, и банк, анализируя нашу компанию, да, этой концепции, потому что именно этот банк давно, много-много лет сотрудничает, и говорит, у нас по статистике из 100% людей, которые взяли кредиты по такие проекты, 99,9% платили хорошо. Всегда есть 0,01%, который платит не из-за того, что ему аренда не приходит, а из-за того, что у него какая-то там, какое-то психологическое расстройство, да, поэтому подтверждаю твои слова, что при правильной разработке концепции даже с небольшой зарплатой человек может себе позволить инвестировать даже не в один объект при определенных обстоятельствах. Следующая наша тема – собственный капитал. Насколько наш собственный капитал играет роль? И здесь мы получили тоже после предпоследней записи очень много вопросов от родителей для своих детей. Да? Многих очень тронула история, где мы откладывали, или мои клиенты, многие откладывали своим детям в различные накопления. И, во-первых, когда эти дети подросли, они имели больше собственного капитала, да, у нас очень, ты сам знаешь, да, у нас очень много клиентов, которые от 23, даже еще моложе есть, которые уже покупают свои объекты. Но это было возможно только из-за того, что родители им заранее собирали с их детских денежек какие-то отложения, и что позволило этим молодым людям иметь сейчас супер хорошую шуфу, потому что Шуфа говорит, чем дольше вы в родителей прописаны, это с этого года большой плюс-пункт, да, что если вы там долгов нет, большой плюс-пункт, но что мы выучили на последнем вайтабилдинге, еще большущий плюс-пункт, собственно, капитал мы сейчас подойдем, еще большущий плюс-пункт для Шуфы оказалось то, что у этих детей, которым родители копили, допустим, да, накопительной программе, это считался самый старый договор. То есть, если ты для своей дочки начал в 10 или в 11 копить, да, то когда ей будет 23, у нее будет стоять уже, что у нее 12 лет банковский договор, банковский фортрак läuft. И многие не понимают, что банковский договор — это даже если ты своему ребенку открыл отдельный счет и копишь там, допустим, 25 евро, это уже банковский договор. Все верно. Вот. И как мы можем этим капиталом воспользоваться? И по твоей стратегии, насколько из опыта понизится процентная ставка, если клиент говорит, и от какой суммы? От 5% собственного капитала больше, 10, 15, 20, где мы видим самый большой кник в среднем, да? Понятно, разные банки по-разному. Самый большой книг на самом деле, если мы делаем финансирование 80%, да, потому что это получается 20% дополнительно собственного капитала, ну и также можно, конечно же, все равно рассматривать и 90%, да, то есть все зависит на самом деле от самого объекта и от клиента, то есть от его бонитета. Но то, что ты затронула, это очень важная тема, потому что если мы покупаем киндергель, да, то есть нам никто не запрещает эти деньги откладывать или хотя бы часть какую-то этих денег откладывать на будущее детям, да, то есть как я распределился с этими деньгами, то есть половина у меня идет в долгосрочное накопление и одна часть, да, то есть это 120 евро, которые идут в краткосрочное. Почему в краткосрочное? Потому что если взять тот же самый Bausparvertrag и накопляя по 125 евро в месяц, то я знаю прекрасно, что через 7 лет уже он будет Zuteilungsreif, то есть у меня уже будет 10 тысяч евро в накоплении у дочки на Bausparvertrag, где она может дополнительно получить уже 15 тысяч сверху, и у нее уже есть, грубо говоря, как раз ей сейчас 11, к 18 лет у нее есть 25 тысяч евро,
которые она может воспользовать как собственный капитал для покупки собственного жилья или же для инвестиционной недвижимости. Я бы немножко добавила в этот пример, потому что у меня как раз сын сейчас тоже копит, но он уже Ausbildung начал, 16 лет, они получают еще и много дотаций, то есть он за этот год откладывал всего лишь 60 евро, то есть не 120, 120 было ему многовато, ну, к примеру, да, он откладывал 60, но за первый год он накопил уже в свой договор 1500, и у него договор так построен, что он может даже взять еще 50% Мейерцутален. Это значит, если он через 5-7 лет накупит 10 тысяч, то он может даже еще 25 тысяч взять экстра дополнительно под очень маленькую процентную ставку, и таким образом у него уже будет 35 тысяч дешевых денег, и плюс, что хорошо, что его дотация, если он все равно будет зарабатывать там плюс-минус 40 тысяч Einkommen или где-то в этом размере, то он тогда еще получает дотации от государства и дотации от работодателя и Vermögensversammlungsleistung. И что важно, что эти деньги идут на помощь погашению этого кредита. То есть он взял супер дешевый кредит, допустим, у него под 0,95, да, и еще этот супер дешевый кредит гасится с вот этих дотаций от работодателя, этот Vermögensversammlungsleistung, у него это 40 евро, да, который работодатель полностью перенимает. И государство еще сверху дает 9% на эти деньги, и то, что он купит, еще 10%. Да? И это тоже очень важный фактор. Окей, но все-таки я бы еще добавила разницу, почему мы говорим с 80% чувствуется, если ты финансируешь из 100, то есть 20% собственного капитала, 80% финансируем. Потому что если мы говорим за капитальную, очень многие банки, как только ты говоришь, я это не для себя покупаю, а как вид инвестиций, для них сразу риск от сушляк 20%. Это означает, если ты приносишь 20% и больше собственного капитала, у тебя процентная ставка очень сильно растет вниз. Если мы говорим за собственное пользование, то здесь даже уже от 5% многие банки очень существенно понижают процентную ставку, да, очень существенно. Поэтому целесообразность инвестирования большого капитала в определенные проекты надо просчитывать со стороны многих банков, да. И многие задают такой вопрос, да, приходя к нам, я думаю, ты часто его получаешь, почему некоторые финанс-коучи берут такие большие деньги за консультацию, а вы, люди, у которых, знаешь, как в анекдоте. Так вот вопрос, почему многие финансовые коучи берут деньги за консультацию, да? И почему мы, когда делаем финансирование, анализируя все банки, существующие в Германии, не берем деньги за консультацию? Ответь, пожалуйста, на этот вопрос. Да, то есть все, что касается так называемых коучев и так далее, то есть это не какое-то патентное или какое-то патентное название, и этот человек тебя просто консультирует, да, то есть как бы он, грубо говоря, тебе что-то советует, но без каких-либо лицензий и так далее, да, то есть мы как специалисты для того, чтобы работать с банками, со страховками, с фондовыми рынками и так далее, то есть сделали определенные обучение, делали лицензии, да, то есть параграф 34С, F, I, D и так далее, да, и тем самым, если мы говорим про финансирование, мы работаем с многими банками, и здесь нужно учитывать, что без разницы, приходит клиент к нам или же он приходит в банк, то любой банк изначально вкладывает свою маржу, да, то есть за обработку и так далее. И когда клиент приходит, допустим, к нам, нам все равно, какой банк это будет, потому что мы смотрим именно по ситуации клиента, мы смотрим по его запросам, и когда мы подаем клиента, готового клиента со всеми документами в банк, банк нам как раз и выплачивает уже со своей маржи оплату. То есть тем самым как бы мы не берем с клиентов денег, потому что нас оплачивают все банки. Я бы сравнила это с тем, что из-за того, что мы лицензионные партнеры, да, у нас есть лицензия по работе абсолютно со всеми банками, вне зависимости от того, будет это прямой контакт, допустим, ты знаешь, окей, этот национальный директор этой Bausparkasse может решить вопрос от суммы X, допустим, до 500 тысяч финансирования, он может сам принять решение, давать будет этот банк финансирование или нет. То есть при правильной аргументации клиент получает намного лучше финансирование только из-за того, что его обслуживает, ну это первый пункт, не обслуживает просто какой-то человек на окошке, да, который сидит, обслуживает более вышестоящий, да, и он может индивидуально подойти. Второе, из-за того, что мы имеем опять эти лицензии, страховки, да, мы застрахованы, и кооперационс возможности, без разницы, являемся ли мы сотрудником этого банка или просто партнером, любой филиал
он экономически должен зарабатывать деньги, да, и многие люди это не понимают. Вот как и ты к врачу приходишь, и тебе кажется, ну, ты же врач, да, это врач, или да, это филиал, но в Германии все построено все равно на экономической основе, да, если клиника не будет зарабатывать деньги, она когда-то закроется. Если банк не будет зарабатывать деньги, он когда-то закроется. И поэтому люди должны понимать, что без разницы, идешь ты к специалисту, который анализирует 153 других банка, или ты идешь к специалисту, который сидит в этом окошке, да, и который анализирует только этот банк, юридически и финансово этот филиал или ты, как твое бюро, зарабатывают приблизительно одни и те же деньги, да, вне зависимости, находишься ты в конкретном банке или мы анализируем от многих других, да, и многие этого не понимают, да. Твой ответ был очень классный. А коучи многие, они вообще не имеют экономического образования, потому что это государство не принуждает и не требует, они просто делятся своим опытом, да, своим опытом, и за это берут консультационные сборы, потому что они не могут получить внутренний провизион от определенного банка, да, во многих случаях. Суперный вопрос. Окей, следующий вопрос связан тоже с собственным капиталом. Все-таки какие есть возможности понизить Beleihung или профинансировать в некоторых случаях Kaufnebenkosten, да, то есть это оплату налога на приобретение и оплату за полностью переоформление. Какие есть советы, как все-таки улучшить свою констелляцию и какие у нас есть возможности? То есть в этом случае можно сделать финансирование с разных бауштайнов, да, то есть взять не один банк, который будет полностью все финансировать, потому что за счет того, что сейчас, в принципе, сама политика или же цинзовая политика изменилась, то многие банки не хотят финансировать, как это было раньше, Kaufnebenkosten тоже вместе с финансированием. Потому что мы вот проходили как раз Beleihungsauslauf, и Beleihungsauslauf это, грубо говоря, когда у вас 100% Beleihungsauslauf, это 100% риск банка за объект. Если мы финансируем еще и Kaufnebenkosten сверху, то для банка это повышенный риск, потому что он дает больше денег, чем стоимость самого объекта. И вот то, что мы до этого затрагивали тему, допустим, почему 80% лучше финансируется, потому что для банка риска меньше, да, то есть он знает прекрасно стоимость, там, грубо говоря, 300 тысяч, но за счет того, что мы внесли дополнительный собственный капитал, то он рискует намного меньше, потому что он все равно свои деньги, грубо говоря, вернет. И в этом случае для того, чтобы вот это вот обойти, потому что есть ситуации, действительно, человек хочет купить, но у него нету этих Kaufnebenkosten, да, или же вот этих накопленных денег, то в этом случае стоит иногда, опять же, посмотреть с помощью, допустим, того же самого Bausparvertraga. Дополнительные продукты. Да, то есть дополнительный продукт, или же все-таки через есть дополнительные банки, которые Kaufnebenkosten финансируют. Можно я на этой минутке немножко дополню, да? На этом примере, который ты в последнее предложение привел, можно сравнить, что есть, допустим, Bausparvertrag, который ты накапливаешь на будущее, то, что наши дети делали, и там много констелляций, это наш через вопрос, мы подойдем к этому. Но есть те договора, где ты ничего не делал, и тебе деньги нужны завтра, но ты хочешь их взять дешево. Да, допустим, если у тебя уже есть один объект, а ты покупаешь второй, то это даже до 50 тысяч ты можешь взять просто без залоговых денег, где ты будешь платить 300 евро в месяц, и есть там своя констелляция, да, потому что очень многие путают, что, опять же, с этим продуктом в Bausparkasse можно просто, ничего не копив вчера, сегодня получить констелляцию предложения и приватного кредита, и бауфинансирования с помощью Bausparvertrag, но это уже третий вид. Да? К этому подойдем немножко позже поподробнее, потому что пример был классный, я хотела немножко затронуть. Вот следующий вопрос для меня, он немножко двуякий. Я, с одной стороны, как финансист согласна, а с другой стороны, как человек, как девушка не согласна. В чем заключается вопрос? Сначала определитесь в реальном бюджете, а потом ищите объект. Либо, что лучше, сначала влюбиться в объект, а потом искать финансирование, или сначала просчитать грамотно финансирование, а потом искать подходящий объект. Ну, скажем так, для каждого клиента свой ответ, но в этом случае я скажу то, что как бы с моей политики объяснения клиенту, то
Я все-таки более такой sicherheitsorientierter тип, поэтому я клиенту всегда рекомендую то, что давайте мы сначала проанализируем в принципе вашу ситуацию, чтобы мне изначально понимать, что человеку будет подходить, то есть, во-первых, какая сумма, которую он может профинансировать, ну и сколько он на самом деле может потянуть, да, потому что очень часто есть такие случаи, что человек приходит, хочет профинансировать 500 тысяч, а у него, ну вот, кровь из носа А он никак, уже а влюбился. он уже влюбился, да, а ему могут профинансировать только 300-320, да, и ты сидишь просто как специалист и понимаешь, что как бы, ну, никак оно, как бы ты ни крутил, не проходит. И пот- Поэтому я бы рекомендовал изначально, в принципе, просто проанализировать свою ситуацию, чтобы приблизительно хотя бы понимать, где вот эта планка минимальная, где максимальная, и уже тогда именно по этому расчету смотреть объекты. Но если мы говорим, опять же, с точки зрения капиталовложения, то есть именно инвестиционной недвижимости, то здесь на самом деле нужно учитывать еще дополнительный фактор, как раз вот возврат денег за счет налогов, да, потому что если у Да. меня достаточно высокая налоговая ставка, то здесь мы еще и получаем деньги обратно, которые можно опять же учитывать. Давай разберем второй пример и потом первый. Второй пример, то есть если это налоговая недвижимость, то вообще специалисты рекомендуют делать с твоих слов таким образом, сначала проанализировать полностью экономическую ситуацию. То есть, сколько бы я мог платить в месяц, я ангештельта, я наемный сотрудник, сколько бы мне было бы комфортно собственного капитала, может даже 100%, это тоже для капиталанлага сейчас, вроде бы мы сейчас сами себе будем противоречить, но в новострой это достаточно хорошо финансируется, да, то есть если приходит врач и говорит, зачем мне давать свой капитал, я могу им поработать для своей недвижимости, да, где ничего не могу списать, если моя цель все-таки редуцировать или оптимировать свою налоговую базу, да, то в этом случае можно и профинансировать и затраты на Kaufnebenkosten, и полностью весь кредит, потому что в новострое, в зависимости от стандарта постройки, мы получаем от 100 до 150 тысяч КФЕ кредит, который для банка не является риском. То есть это как будто бы в кавычках, мы сейчас не идем в детали, просто в кавычках у нас просто 150 тысяч своего капитала. Плюс из-за того, что эти 150 тысяч идут не по 4%, которые мы сегодня сговорились брать как основу, а идет по 2,5%. То есть это понижает общую стратегию процентной ставки. И плюс в разработке концепции клиент, покупая абсолютно новую квартиру КФ-ферцих или КФ-ферцих КНГ, все свои инвестиционные затраты оптимизируют, практически все, да, оптимизируют за счет поступаемой аренды и за счет поступаемого возврата с налоговой базы. Да? И законодатель хочет, чтобы мы это делали. Поэтому за последние года, где процентные ставки существенно росли, законодатель выпускал и выпускает пока еще дополнительные поправки к закону, которые позволяют как бы списывать намного больше. Да? Надо только информироваться и об этом знать. И здесь, конечно, эмоционально мне понравился вот тот объект, это хорошо, как вид инвестиций, но надо считать, опять же, прогнозы, опять же, как я могу это заплатить не со своего нетто, что у меня в кармане лежит, а вообще со своего брута или вообще за счет третьего человека. Первый пример, когда мы берем для себя, почему я тут и не согласна, да? Потому что на самом деле мы в жизни очень много работаем, у нас есть дети, у нас есть собачки, кошечки, да, и мы должны находить то, что действительно нравится нам. И с одной стороны, как специалист я говорю, окей, могу ли я себе это позволить, и надо ли мне все-таки жить и не надрываться, либо, да, я должна влюбиться в этот объект как собственного пользования, да, жить, наслаждаться в нем, но проработать концепцию, как я могу его выплачивать без большого надрыва, да, либо с помощью вспомогательных продуктов. Здесь в вопросе был такой вопрос, как бриф, желтый бриф, да. Многие люди вообще не знают, что такое существует, но, допустим, в моем концепте, многие даже не знают, что это такое, но, допустим, если я могу свой пример привести, мой собственный дом или наш собственный дом, это был только 5-й объект в портфолио, при том, что я в Германии работала тогда только 4 года, не больше, да, но почему 5-й? Потому что я пришла, я влюбилась в этот объект, но буквально за 4 месяца до этого мы купили большой инвестиционный объект, вот как раз вот по второму примеру, да, где мне вообще было все равно, он будет слева, справа, для меня самое главное было в просчете, что я 40 тысяч получу
со своей налоговой базы назад, и этими 40 тысячами я попользовалась для своего дома, да, это вот грамотная концепция в моем случае. Но у меня в моем личном портфолио в этом примере был этот шульдбриф, да, этот желтенький бриф, потому что для того, чтобы минимировать затраты или инвестиции в своем собственном доме на проценты, мы использовали 3 программы КФЕ. Мы сделали небольшой анлиговонун, и мы разбили на 5 кредитов наш общий кредит. Многие люди думают: о май год, это не значит, что ты берешь больше. Это говорит о том, что ты так закручиваешь постановление кредитного концепта, да, что банк, который идет на второй ранг, он намного больше дает, ну, чуть-чуть дороже. Банк, который идет на первый ранг, он дает очень дешево. И из-за того, что взяты несколько разных КФЕ-программ, вот эти 250 тысяч в общей сложности и шли вообще как собственный капитал. То есть я профинансировала 100%, но из-за того, что все пункты, которые мы сегодня учли, мы использовали в моем концепте, включая шульдбриф, да, который вообще даже многие не знают о его существовании. И благодаря этому я смогла профинансировать свой очень большой дом за очень маленькие проценты и еще и профинансировать 100% от этой суммы, да, при том, что я предприниматель. Прекрасно, знаешь, очень, я сама переживала это, и очень классно, когда действительно благодаря этим вопросам, да, которые мы сегодня получили, мы можем очень много создать вне зависимости от нашей личной ситуации. Хорошее финансирование – это система и ставки, погашение кредита, так называемый тильгун, зихахайт, то есть надежность, и цукунспланун, то есть будущее планирование. И в этой графе мы получили, чем мы больше говорим за Баушпоф-Вертраг, такое ощущение, что мы тут только о нем сегодня говорили, потому что приходит неимоверно много новых вопросов, да, кто-то откладывает под 7% гарантированно, это цель поработать своим капиталом, допустим, пока у тебя первое десятилетие идет в инвестиционной квартире, да, зачем тебе туда выплачивать, если даже ты 4% получил, если ты здесь 7 зарабатываешь, да, но другие говорят: окей, я не хочу зарабатывать, или я хочу зарабатывать, но у меня еще есть немножко средств, которые я хочу инвестировать, либо запланировать для того, чтобы получить в будущем получше процентные ставки. Если мы говорим именно про финансовую концепцию, да, то есть это зависит, конечно же, в первую очередь от самого объекта, да, то есть если мы говорим про новострой, то здесь есть много возможностей, опять же, работать с банками, с сберегательными банками, ну и также с программ, да, то есть так называемый КФЕ Förderung. Я неправильно прочитала вопрос, извините. Вопрос заключался в том, что же такое Баушпоф-Вертраг, потому что я думаю, как-то странно мы опять вышли на тему. В этот раз наши зрители подготовились, ну, прям супер, да, потому что прям такие интересные вопросы были. Баушпоф-Вертраг, что это такое? Это Zinssicherung, потому что многие говорят, ну вот говорят, Баушпоф-Вертраг, это значит, я получу 0,95. Баушпоф-Вертраг – это Tilgung, то есть как Tilgung-Ersatz, или Баушпоф-Вертраг – это классический шпарпродукт. Слушай, ну крутой вопрос. Я извиняюсь, зрители, я тоже иногда неправильно читаю. Если мы говорим про Баушпоф-Вертраг, то это ни в коем случае не накопительная программа, да, то есть это нужно понимать, то есть это не классический шпарпродукт, а это именно... А почему не накопительная программа? Вот мой сын копит 60 евро, получил 1500, очень даже накопительная. Я буду очень такие вопросы задать, потому что они приходят. Я просто говорю с точки зрения процентной ставки, которая идет на аншпарфазу. Так государство 10% дает. Очень интересно копить 60 евро, где тебе государство 10% сверху дают. Почему не накопительное? Ну, это ты сейчас говоришь про Vermögenswirksame, который... Нет, это еще дополнительно идет. Дополнительная дотация от государства, да. Просто если смотреть, опять же, с какой целью ты делаешь это накопление в Баушпоф-Вертраге, да, потому что изначально просто все, что касается Баушпоф-Вертрага, то Баушпоф-Вертраг очень часто для чего применяется? То есть в первую очередь это для создания собственного капитала, да, то есть здесь вот как раз играет большую роль вот эти льготы, которые мы получаем от государства, Vermögenswirksame, допустим, от работодателя, ну и тот минимальный битраг, который мы сами платим. Также Баушпоф-Вертраг можно и воспользоваться, допустим, для санирования объекта, или же для Anschlussfinanzierung, или же полностью для покупки объекта, да, то есть как бы он многосторонний, скажем так.
Просто я сам лично, допустим, стараюсь эти вещи немножко разделять, потому что я делаю стратегии немножко по-другому, то есть все, что связано с финансированием, для этого у меня работает Bausparvertrag, все, что связано, допустим, с накоплениями, я это делаю уже через фондовые программы, через акционерные программы и так далее, да, то есть потому что там есть, опять же, государственные льготы, которые мы можем применять при фондовых программах, допустим, да, и Vermögenswirksamleistung точно так же можно там получать, но там и процентная ставка намного выше. Можно ли по этим вопросам, ты сейчас расскажешь дальше, но на самом деле это очень интересно. У тебя всегда такие интересные концепты. Можно ли по этому вопросу обращаться, чтобы, допустим, наши клиенты могли не только подготовиться к финансированию, а также прослушать возможности, потому что на самом деле очень много государственных программ, которые связаны с налогом и совсем именно для детей. Я знаю, как ты любишь своего ребенка, который у нас бюрошный ребенок замки строит. Можно ли, ну как по твоему совету, при правильной стратегии создать с небольшим собственным капиталом для ребенка будущее, да, финансовое? Это можно на самом деле сделать не только для ребенка. У меня сейчас актуальный клиент, которому уже 54 года, он имеет Blue Card, но он по моему запросу спросил у своего работодателя, получает ли он на работе или платят ли у них на работе Vermögenswirksamleistung, да, то есть Vermögenswirksamleistung он получает, то есть тем самым мы ему разработали такой концепт на на накопление его пенсии в будущем, потому что как такового он приехал только 2 года назад, то есть он при всем своем старании за эти 10 лет большую пенсию не наработает. И с помощью вот этих вот, допустим, дотаций Vermögenswirksamleistung мы ему разработали такой концепт, что он с помощью Vermögenswirksamleistung открывает себе фондовую программу, куда заходят эти деньги. Ну и дополнительно мы пользуемся этими Vermögenswirksamleistung еще и через Bausparvertrag, то есть у него получается, грубо говоря, на один Vermögenswirksamleistung 2 программы, с которых он обеих профитирует с помощью вот этих государственных дотаций. Супер. Спасибо. Я извиняюсь, что я перебила, но очень было интересно. Так все-таки же Bausparvertrag — это возможность тела накапливать, это возможность забронировать процентные ставки, но самый главный вопрос, шутки шутками, да, на самом деле он очень многосторонний, мы всю дорогу пытались поговорить, и чем больше мы о нем говорим, тем больше возникает вопросов. А скажи, пожалуйста, все-таки в одной программе можно его как-то так использовать, чтобы он был и вроде как Tilgun-Ersatz, и чтобы благодаря этому в конце, через 10 лет, мы получили дешевые ставки? И третий вопрос, классический шпар-продукт, и чтобы это еще было интересно, как шпар-продукт, как у твоего клиента. Он же может купить квартиру, сделать Tilgun-Ersatz, как Bausparvertrag, тогда все 3 вещи в одном концепте. И плюс он еще эти все бонусы, Arbeitnehmersparzulage и государственные Zulage, и Wohnungsbauprämie и Vermögenswirksamleistung он будет получать и в накопительной фазе, то есть, и потом, когда он перефинансирует под дешевый ценз и будет уже отдавать через 10 лет, еще он эти все плюшечки от своего работодателя будет получать. Да, возможно. Какой хороший вопрос. На самом деле это иногда даже смешно, но что плачевно, что когда мы у клиентов спрашиваем, а вы вообще знали, что вы можете это получать, и клиенты говорят, нет, мы не знали, то есть им работодатель дарит 40 плюс 3-4 евро каждый месяц, и наш Gesetzgeber, да, наш город, дарит еще от 10 до 20% сверху, только для того, чтобы ты мог себе что-то для финансового продукта просчитать. Да? У меня сейчас клиенты, это 2, да? Получается, только за счет этих дотаций у них уже 200 евро бюджет со всеми плюшками, которые будут позволять гасить их инвестиционную квартиру, да? И поэтому они решили сейчас 2 абсолютно инвестиционные квартиры взять. Мы обязательно еще внизу сегодняшней записи проиграем и прикрепим несколько вариантов, да, давай, пожалуйста, обговорим, потому что мы хотели провести линию, что если клиент взял перефинансирование, допустим, на 200 с копеечками тысяч, то мы видим, как распределяется первая фаза, да, сейчас внизу на экране, что, допустим, 1200 он платит 20 лет, но первая фаза под более дорогой процентную ставку мы видим на экране. Да, то есть финансируется 220 тысяч, в этом случае первые 10 лет у него ставка 3,75, он в месяц платит по 1200 на протяжении всех 20 лет, но за 20 лет он полностью погашает все, потому что после 10 лет накопления под 3,75 у него переключается программа, то есть сам Bausparvertrag становится Zuteilungsreif, и тем самым он получает уже оставшуюся сумму, которую он гасит под 0,95%.
Это на экране мы пример сейчас видим, да, и что самое главное, что все 20 лет он платит одну и ту же сумму, только разница в том, что позволяет ему быстрее выплатить этот кредит, то, что вторая фаза у него под супер маленький процент зафиксировано, да, и многие не знали, что, оказывается, можно не просто на 20 лет цинсбин сделать, а можно с комбинацией определенных программ прям в одном договоре, да, или в одной констелляции сделать цинсбин под разные проценты. Допустим, на 10 лет, как в этом случае 3,75, а на следующие 10 лет 0,95. Но это уже гарантированно. Не так, что в будущем может быть с тарифа в тариф. И второй пример, который мы тоже здесь прикрепим, где клиент абсолютно на 110% профинансировался и профинансировал инвестиционную квартиру в Подоборне. Это небольшая двухкомнатная квартира, которая позволила ему при инвестиции 300 там, с копеечками, да, возвращать со своего налога в 2 раза больше за счет того, что на этой страничке вы увидите, да, пример, что есть обычная АФА, то есть 5% дегрессив он может списывать каждый год, и есть еще так называемая зонда АФА, что первые 4 года он может списывать еще дополнительно огромную сумму, как зонда АФА, и благодаря этой констелляции за первые 4 года, а он открыл отдельный счет, он себе на конто получит почти 100 тысяч, не на конто, а почти 100 тысяч он может списать, и в его случае это 50 тысяч, которые он оптимирует за эти 4 года. Да? В этой квартире немножко меньше у него вышло, потому что мы рассматривали 2, да? Но тем не менее это огромная сумма, и пример мы также прикрепим здесь, да, чтобы клиент мог это посмотреть. Да, то есть здесь при вот как раз вот покупке новых объектов с помощью дегрессива Abschreibung и зонда Abschreibung человек на самом деле за первые 10 лет списывает практически 62% от объекта. Да, поэтому у нас осталось буквально 2 минутки, мы возвращаемся к нашему первоначальному вопросу. Так все-таки это приговор на сегодняшний день, что Центробанк поднял лейтцинс, и теперь это неинтересно инвестировать, или это просто финансирование стало более грамотным, да, что если это собственное пользование, мы можем воспользоваться десятками программ, да, где мы можем редуцировать, либо гарантировать, что мы сможем это в течение 10, 20, 30 лет выплатить, либо если это инвестиционные продукты, здесь не надо эмоционально решать, да, я хочу сверху, снизу, здесь надо считать, а сколько я получу аренды, и что эта аренда мне поможет, а сколько у меня в этом объекте могут произойти зонда умляги, то есть если в самом доме что-то произойдет, я должен датировать, да, и какой концепт я могу выбрать беззаботный, допустим, если это чисто моя цель поработать тем, что люди живут в квартирах, поработать тем, что я плачу налоги, и поработать тем, что наш законодатель очень щедрый и выпустил столько дополнений к закону, о которых мы должны просто знать и ими пользоваться. Поэтому как ты все-таки ответишь на самый главный вопрос? Надо ли сегодня инвестировать, либо хотя бы надо ли сегодня подготовиться к своей инвестиции, чтобы потом инвестировать под более дешевые проценты? Как я до этого сказал, никто не знает, какие будут, то есть прогнозы есть разные, никто не знает, какая будет на самом деле ставка, но это не должно вас задерживать как раз действовать сейчас, то есть я все-таки рекомендую каждому сделать собственный анализ, посмотреть, что он себе может позволить, выбрать стратегию, хочет он все-таки для себя или хочет он инвестиционного характера, и разработать правильную стратегию, потому что повышенная процентная ставка, это не обозначает, что это невозможно, здесь просто нужно подходить правильно, с правильными просчетами и с конкретной стратегией банка. Огромное спасибо, и, пожалуйста, не забывайте, внизу будет прикреплен линк, в котором вы можете зарегистрироваться и описать коротко свою ситуацию, и Илья или я, или кто-то из наших коллег, партнеров с вами свяжется и проведет абсолютно бесплатно консультацию, в которой мы можем разработать концепцию, как же лучше именно в вашем случае приобретать квартиру, либо инвестировать, либо накапливать. И также в этом опроснике будет несколько дополнительных вопросов, связанные с тем, хотите ли вы в будущем получить приглашение на вебинар, связанный, допустим, с темой государственного страхования, здравоохранительного, да, государственного страхования, либо какие есть возможности себя обезопасить. Да? Летом будет проходить много конференций именно с врачами, с профессорами, которые дадут нам абсолютно классные советы для молодежи, да, так как с 18 до 35 лет государство, к сожалению, не выделяет средства на фозварки, да, то
есть мы должны сами платить. И вот врачи подсказывают нам с другой стороны, оказывается, есть маленькие лазейки, да, которыми надо знать только как пользоваться, и тогда вы получаете намного больше, и счастливы все. Да? Поэтому информируйтесь, оставляйте заявки, и очень классно, что вы оставляете так много, ну и в приватных сообщениях так много вопросов. Да? Мне сегодня очень много удовольствия принесло наше общение. Конечно, я понимаю только одно, что за одну передачу это было слишком много вопросов, и мы опять периодически уходили. Но в следующих передачах мы можем даже взять там на полчаса или на час только одну тему, да, потому что Баушпаф и Трак оказался таким интересным, многосторонним, многоуровневым продуктом, который мы даже за час не смогли его на различных примерах везде интегрировать. Спасибо большое. Спасибо.